Tarık çocukla bu şekilde konuştukça, onu böyle etkiledikçe bu iş nasıl olacak? Çınar'ın hayatındaki en önemli kişi baba olarak bildiği Tarık Bey. Buradan başlayacağız. Ailecek hep birlikte yemek yiyeceğiz. Mutluydu sanki, değil mi? Sana karşı da yavaş yavaş yumuşuyor gibiydi, gördün mü? Sanki her şey umduğumuzdan daha erken olacak. Daha erken başaracağız. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Давайте вместе посмотрим, что будет в новом эпизоде. Как пройдет встреча вызванного Бараном и Диланом психолога с Чинаром? Откажется ли Баран отправлять Тарыка за Чинар? Чем закончится попытка Тарика Чинара порвать отношения с Бараном? Что почувствует Баран, когда Чинар скажет, что ты плохой человек в его сказке? Так почему же Чинар вдруг так полюбил Тарика? Будут ли попытки Дилана и Барана сблизиться с Чинаром положительными? Когда же скажут, что у Чинара есть родители? Вернется ли Тарик на некоторое время в особняк? Почему Берфина нет на семейном ужине? Будут ли Баран и Дилан продолжать сражаться за Чинар? Все это и многое другое теперь в этом видео. Несмотря на то, что Баран Чинар очень расстроен каждым своим словом, вы не откажетесь от попыток и борьбы за него. Если вы хотите, чтобы они сказали ему по-хорошему, что они его семья, не раня при этом сердце ребенка, не забудьте сделать это. Ставьте лайк и делитесь нашим видео. Теперь перейдем к нашему анализу. Наслаждайтесь. Когда Чинара вызывают на встречу с психологом, он берет Тарика за руку и приводит его с собой, говоря, что мой отец тоже должен прийти. Тарик уже очень доволен этой ситуацией и будет постоянно разговаривать с Чинаром, как будто твой дядя Баран не хочет, чтобы мы были вместе, и постарается держать его подальше от Барана. На встрече с психологом Чинар расскажет о том, что, по его мнению, Баран плохой человек и что его отец незаменим. На этой первой встрече он, скорее всего, узнает мысли Чинара и попытается понять, что он чувствует. А выучив их, она закончит разговор, не слишком утомляя Чинара, кратко упомянув, что страхи, которые она преувеличивала в своих глазах, не так уж и страшны, и что Баран очень ее ценит. Затем психолог проведет частную встречу с Диланом и Бараном, на которой объяснит, что чувства Чинара неоднозначны и что им следует проявить к нему терпение и попросить их вести себя в его присутствии более умеренно. Со временем они начнут верить, что все будет хорошо. Когда они говорят, что человек, которому Чинар сейчас доверяет больше всего, это его отец Тарик, и что было бы неправильно находиться вдали от него, Баран какое-то время будет держать их в особняке. Но Чинар будет очень сбит с толку из-за того, что Тарик постоянно ругает Барана в адрес Чинара. Но Чинар начнет не понимать постоянных ругательств Тарика в адрес Барана. Поскольку Баран, в отличие от Тарика, все терпит, Чинар снова начнет верить, что он не так плох, как он думает. Баран расстроится, когда психолог узнает, что он плохой парень из сказки Чинара. Он выйдет один и подумает, как поступить в этом случае. Затем он вернется в особняк со всем своим спокойствием, чтобы сделать все возможное, чтобы победить Чинара. Чинар, который почти все время проводил с Бараном и Диланом, внезапно полюбил Тарика. Причиной этого будет как постоянная ругань Тарика в адрес Барана, так и тот факт, что он видел, как Баран направил на Тарика пистолет. Она будет любить Тарика, потому что думает, что он причинит вред человеку, которого она считает отцом Барана. Но когда Тарик даже время от времени не может терпеть поведение и действия Чинара, Чинар узнает, что тот, кто по-настоящему любит его, это Баран, его настоящий отец. Дилан и Баран не перестанут работать на Чинара, то есть на Мирана, и делать все возможное, чтобы он был счастлив, и пока они стараются сделать все для этого дела, Чинар постепенно начнет смягчаться по отношению к ним. На данный момент они не скажут Чинару, что они его родители, и будут терпеливо ждать подходящего момента для этого. Пока они ждут, они не останутся без дела, будут вести себя как мать и отец, постараются защитить и сделать их счастливыми. В этот период они даже будут терпеть пребывание Тарика в особняке и захотят сделать все необходимое, чтобы Чинар не расстроился. Конечно, Тарик и госпожа Хаджер постараются превратить это в возможность. Чтобы избавиться от Чинара, Джейда может даже охотно сказать ему, что Баран и Дилан – ее настоящие родители.
Но на этот раз Берон осознает, что они ненадежны, и за каждым их шагом будет наблюдаться. Чтобы Чинар чувствовал себя в безопасности, они все соберутся за столом и подарят ему тепло семьи. При этом Берфина за столом не будет. Когда Айхан подошел к дамам и пожаловался после последнего прощания Берфина с семьей, они уже ждали, готовые обнять Берфина, так что, по крайней мере, он останется там на ужин в этот день. Поскольку он больше не боится своей матери, он легко примет предложение еды от айханских дам. Дилан и Баран никогда не прекращали борьбу за Чинар, и теперь они будут сражаться, не сдаваясь. Они будут с большим энтузиазмом мечтать о прекрасных моментах и днях, которые проведут с ним. Хотя госпожа Азадия и господин Кудрет поддержат Дилана и Барана в этом отношении, они также будут с нетерпением ждать возможности поцеловать и понюхать Чинар в свое удовольствие. Если вы угрожаете Барану и Смету, все может выйти наружу. Акиф постарается вместе с Бараном раскрыть все факты, не упуская из виду этот вопрос. Итак, думаете ли вы, что факты, которые скрывала госпожа Хаджер, будут раскрыты? Перестанет ли Тарык Чинар ругать Барана? Сможет ли Чинар снова сблизиться с Диланом и Бараном? Сознается ли Стрелок, стрелявший в Хасана? Узнает ли Чинар, что его настоящие родители – Баран и Дилан? Расскажет ли Джейда Чинару о своих настоящих родителях? Признает ли Исмет, что сотрудничал с Хаджером? Да, дорогие мои подписчики, буду рад, если вы поделитесь с нами своим мнением и мыслями по поводу этого эпизода в комментариях. На данный момент мы подошли к концу нашего анализа. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.